Вязать слитки буду вот с таких ниток. Состав ниток 80% акрила, 20 полиэстер. Метраж в 100 граммах 250 метров. Спицы 3,5. Вот такие симпатичные слитки мы сегодня будем вязать. Вязать их буду начинать с мыска. Набираю на спицы 12 петель обычным способом. Первую петлю снимаю. Вяжу 11 изнаночных петель. С краевой петлей будет 12 петель. Вязание повернула. Первую петлю снимаю. Далее вяжу 6 петель лицевыми. Теперь беру в работу вторую спицу и также провязываю 6 лицевых петель. На второй спице, где закончила вязание, с обратной стороны набираю с помощью крючка на третью спицу 6 петель. С первой спицы крючком набираю на четвертую также 6 петель. Теперь у меня петли на всех 4 спицах. На каждой по 6 петель. В работу ввожу пятую спицу. 6 лицевых петель вяжу на следующей спице. На второй вяжу также 6 лицевых петель. Мне надо провязать по 6 петель на каждой спице, включая те, которые я набирала крючком. Провязываю петли еще с 2 спиц, те, которые я набирала крючком. Теперь у меня на каждой спице провязано по 6 лицевых петель. Теперь на мыске буду делать прибавки. На первой спице, отмечаю ее маркером, будет начало вязания. На ней делаю прибавку петель в начале ряда.
Первые 2 петли провязываю лицевой. Под провязанной второй петлей поднимаю петельку и одеваю ее на левую спицу. Провязываю ее лицевой петлей на правую. Потом вяжу следующие 4 петли. На второй делаю прибавку в конце спицы. Вяжу лицевыми петлями 4 петли до 2 последних петель. Поднимаю нижнюю петлю под первой петлей, которую еще не провязала, одеваю ее на левую спицу и провязываю лицевой. Потом вяжу 2 петли, которые остались. На третьей делаю прибавку в начале. Первые 2 петли вяжу лицевой. Под провязанной второй петлей поднимаю дополнительную петельку, одеваю ее на левую спицу и провязываю лицевой петлей. Потом 4 лицевые петли. На последней, четвертой, прибавку делаю в конце. Вяжу 4 лицевых петли. Остались непровязанными 2 петли. Поднимаю дополнительную петлю под первой непровязанной. Одеваю ее на левую спицу и провязываю лицевой петлей. 2 лицевые петли. Первый ряд закончен. Следующий ряд вяжу без прибавок. На каждой спице буду вязать по 7 петель. Прибавки буду делать через ряд. Следующий ряд с прибавками. На первой спице вяжу 2 петли. Делаю прибавку. Потом вяжу 5 петель. На второй спице прибавку делаю в конце. 5 петель. Делаю прибавку. Потом провязываю еще 2 петли, которые остались. На третьей прибавка в начале. 2 петли. Прибавка. 5 лицевых петель. На последней, четвертой, провязываю 5 петель. Прибавка. И 2 лицевые петли. Прибавки на мыске делаю через ряд. Теперь ряд без прибавок. В каждом ряду, где прибавка, увеличивается по одной петле на каждой спице. Провязала 20 рядов.
У меня 60 петель. Длина мыска 5 сантиметров. Дальше буду вязать мысок узором ленивый жаккард. Беру для вязания 3 цвета нитей. Коричневая нить, красная нить и оранжевая нить. Количество петель кратное 4. Первый ряд. Прикрепила красную нить. Этот ряд буду вязать красной нитью. Одну петлю снимаю, 3 лицевые. Продолжение раппорта будет на второй. Заканчиваю ряд 3 лицевыми петлями. Второй ряд. Также вяжу красной нитью. Все петли лицевые. Снятые петли снимаю и во втором ряду. Одним цветом буду вязать по 2 ряда. Третий ряд буду вязать коричневой нитью. В начале ряда 2 лицевые петли. Дальше по раппорту повторяю. Одну петлю снять, 3 лицевые. До конца ряда повторяю от звездочки до звездочки. В конце ряда на 4 спице 1 лицевая коричневая. 4 ряд тоже коричневый. Все лицевые. Снятые петли снимаю, как во втором ряду. В этом ряду раппорт закончен. Теперь буду его повторять, только менять цвет нити. В 5 ряду повторяю узор с первого ряда, но только вяжу оранжевым цветом. Первую петлю снимаю, 3 лицевые.
Следующий ряд вяжу как второй, также оранжевым цветом. Все лицевые петли, снятые петли в предыдущем ряду, тоже снимаю. Седьмой ряд коричневый вяжу как третий. 2 лицевые. Дальше повторяю по раппорту. Одну петлю снимаю, 3 лицевые. В дальнейшем ряд коричневым цветом всегда вяжу как третий ряд. В конце ряда 1 лицевая коричневая петля. Восьмой ряд как четвертый. Снятые петли в этом ряду тоже снимаю. Коричневым цветом вяжу 2 ряда, как третий и четвертый ряд. Следующий ряд красной нитью вяжу как первый. Таким образом, чередуя нити разных цветов, вяжу мысок до боковых частей. Первый и второй ряд красный, третий и четвертый коричневый, пятый и шестой ряд оранжевый, седьмой и восьмой ряд опять коричневый. Повторяю потом с красного. По 2 ряда одного цвета. Красный, коричневый, оранжевый, коричневый и опять красный. Красную и желтую нить обрезала. Провязала узором 44 ряда. Закончила 44 ряд коричневой нитью. Потом провязала еще один ряд коричневой нитью лицевыми петлями. 14 сантиметров от начала мыска. Но надо мерять. Возможно, вы захотите слитки выше или ниже. В этом ряду сделаю убавление на каждой спице. 1 лицевая петля, 2 вместе за переднюю стенку, 11 лицевых петель. Последнюю петлю снимаю. Потом снимаю первую петлю на второй спице. Ввожу спицу, первую снятую петлю за работой, вторую петлю снимаю. И одеваю ее после первой. Провязываю вторую петлю на первую спицу. Беру новую спицу. Вторую петлю провязываю на вторую спицу. 11 лицевых петель. Две вместе, 1 лицевая петля. 1 лицевая петля, 2 вместе петли, 12 лицевых петель.
Четвертое. 12 лицевых петель. Две вместе лицевой за заднюю стенку. Одна лицевая. Продолжаю вязать на первой спице все лицевые петли. Последняя петля изнаночная. Вязание поворачиваю. Второй ряд боковых частей. На каждой спице у меня теперь по 14 петель. Первую петлю снимаю, далее вяжу до конца изнаночными петлями. Боковые части буду вязать поворотными рядами. С третьего ряда начинаю вязать боковые части. Вязать буду их платочной вязкой. Первую петлю снимаю. Потом вяжу все лицевые петли. Краевая, изнаночная. Вязание поворачиваю. Первую краевую снимаю. Дальше все лицевые. Так вяжу до конца ряда. В следующем ряду также вяжу лицевыми петлями. Если вязать лицевыми петлями с двух сторон, то это платочная вязка. Таким образом вяжу до пятки, периодически меряя на ногу или манекен. Провязала 28 рядов. Теперь буду вязать 29 ряд. Это лицевая сторона работы. Вяжу его лицевыми петлями. Тридцатый ряд. Это изнаночная сторона работы. Вяжу его изнаночными петлями. Всего провязала боковых частей 30 рядов. После этого ряда буду приступать к вязанию пятки. Боковушки 7 сантиметров. У меня на каждой спице
по 14 петель. Всего это 56 петель. Пятку буду вязать на средних 10 петлях. Распределяю 56 петель на 2 спицы, так, чтобы пятка была на первой спице, откуда буду начинать вязание. Перевожу со второй спицы на первую 14 петель. Из них будет 5 пяточных. Это половина пятки. С третьей спицы перевожу вторую половину пятки 5 петель. На первой спице, с которой буду начинать вязать пятку, у меня 33 петли. На третьей спице осталось 9 петель. На эту спицу перевожу 14 петель четвертой, все петли, которые на четвертой. Первую краевую петлю снимаю. Буду вязать 21 петлю. С краевой это 22 петли. Провязала 22 петли. Следующие две. Одна петля с боковушки и одна пяточная. Вяжу эти петли вместе лицевой петлей за заднюю стенку. Вязание повернула. Первую петлю снимаю. Далее вяжу изнаночными петлями до конца ряда. Всего 23 петли с краевой. Остались непровязанными 9 петель. Между боковой частью и пяточными петлями образовывается вот такой промежуток. Вязание повернула. Первую петлю сняла. Вяжу 21 лицевую петлю. Перед промежутком одну петлю оставляю, не провязываю. Потом провязываю эту петлю и первую петлю после промежутка вместе. Остались непровязанными 8 петель. В изнаночном ряду первую петлю снимаю. Вяжу изнаночными петлями до конца ряда. Убавление делаю только в лицевом ряду. В следующем лицевом ряду продолжаю убавлять петли, как убавляла. Делаю это до тех пор, пока не останется пяточных петель. На первой и второй спице будет одинаковое количество петель, 23 петли. Девять петель пятки убрала. Осталось убрать последнюю 10-ю петлю. Провязываю 22 петли с краевой. Последнюю 23-ю вяжу вместе с последней пяточной петлей. Изнаночный ряд вязать не буду. Нитка должна быть в конце ряда. На спице осталось 23 петли, так же, как и на второй. Петли следком на двух спицах складываю изнаночной стороной вверх. Обязательно петли должны совпадать. Беру крючок, ввожу первую петлю, которая с моей стороны, снимаю ее.
Дальше ввожу крючок в петлю напротив, снимаю ее тоже. Крючком захватываю рабочую нить и провязываю вместе 2 снятые петли. Следующие 2 петли с двух сторон также снимаю на крючок. На крючке теперь 3 петли. Через первую снятую петлю протягиваю крайнюю. На крючке 2 петли. Провязываю эти 2 петли вместе. Таким образом, я закрываю все петли. При этом соединяю 2 стороны, пятку и боковую часть. Последнюю петлю закрепляю воздушной петлей. Вывернула на лицевую сторону. И получилось вот такое соединение двух сторон. Беру в работу крючок тройку. По краю слитков краевые петли вяжу столбики без накида. Провязав 2 столбика, маркером отмечаю начальную петлю. Дальше столбики без накида до конца ряда. На пятке провязываю столбик без накида, захватывая кромочную петлю и половинку петли задника. Соединительная петля в отмеченный маркером первый столбик без накида. 40 столбиков без накида. Окончательный этап работы — это обвязка рачьим шагом. Его я буду вязать с внутренней изнаночной стороны слитков. Рачий шаг — это столбики без накида, которые надо вязать слева направо. Закончила вязать слитки. До свидания. Жду всех на канале в новых мастер-классах.